8-й день нашей телестройки под названием «Интернациональный кэмп». И сегодня мы поработаем с Викторией. Мы будем работать над ошибками и заодно запишем видео и покажем вам. Виктория сейчас выполняет общую разминку, делает рывковую протяжку без подрыва. В сет садись. Ну, то есть зафиксировала и сет. Не филой. Итак, мы работаем сегодня над одной из самых распространенных ошибок в рывке. Это отваливание во время подрыва. Это вот это вот. То, что у нас любит очень Виктория. Вот, и она считает, что это правильно. Мы тоже считаем, что это правильно, только это считаем правильно, когда это процентов на штанге от 100% и выше. Первое, то, что мы делали на теоретической части. Первое, мы отработаем с палочкой. Самое главное это работа ногой. То есть примем вот такое положение, в котором наше плечо будет немножко накрывать, немножко спереди, чем наши колени. Пожалуйста. Колени в стороны. С этого положения, помнишь, что мы делали раньше? Раз, два, три и выпрямление. При этом мы не отводим плечи назад. Наша задача выпрямить ноги, сделать разгибание ног и при этом сохранить положение, при котором наши плечи остаются спереди наших колен. Раз, два, три и выпрямление. Хорошо? Полное выпрямление. Да. Раз, два, три. Полное выпрямление в ногах. Еще раз. Раз, два, три. Выпрямление. Мы сделаем еще один подход с палочкой, и потом мы будем делать это то же самое, только уже с грифом. В этом упражнении наша задача сесть и почувствовать нашу ногу, сохраняя положение плеч, которые накрывают штангу и накрывают колени, немножко находятся спереди. С этого положения мы должны разогнать штангу за счет ног, при этом сохранить наклон. Сейчас мы забираем торжественно PVC. Поехали. Тот же самый хват. Сейчас мы сделаем два подхода без работы рук. То же самое, что делалось с PVC. А потом то же самое, что мы делали во время теоретической части. Нет, смотри. Сюда. Заложили. Встали. Почувствовал ногу. Загрузила ногу. Помнишь, что мы делали? Вперед, назад, чтобы почувствовать центр стопы. С этого положения за счет ног постарайся сделать 3 приседа. Раскачки. И на третий выпрямиться вверх. Без рук. При этом сохраняя таз сзади. Хорошо. Еще раз. Хорошо. Еще раз. Более активно третий. То есть получается первый качок слабенький, второй сильнее и третий более амплитудный. Разгоняй. Хорошо. Еще раз. А теперь то же самое, только в конце, после выпрямления, добавь работу рукой. Направляй локти вверх. Хорошо. Немножко активнее рукой. Смотри, еще. Раз, два, три. То есть на третий прям выбрасываю вверх. То есть использую выпрямление ног для того, чтобы разогнать ее. Хорошо, лучше. Еще. Хорошо, отдыхай. Мы это делаем, потому что в основном основная проблема при выполнении этого движения это то, что атлеты не выполняют полное разгибание ног и начинают работу руками. Что в принципе в дальнейшем при подрыве приводит к тому, что они начинают отваливаться назад. Соответственно, нам нужно первое, что отработать работу рук и ног, и потом уже работать над наклоном и сохранением этой позиции. Поэтому мы сделаем еще 2 подхода на это все.
локти направляю вверх. Хорошо. И сейчас ты вот все это делаешь, ты делаешь это все отлично, супер. Вот постарайся запомнить положение своего таза, вот как ты стоишь. Вот этот прогиб, постарайся его запомнить, потому что дальше мы, когда добавим динамики, нам нужно будет сохранить вот это движение. Это положение, эту конструкцию тела. Хорошо. Хорошо. Все, молодец, отдыхай. Еще подход и переходим дальше. То же самое, добавь немножко больше активности рукой. Разогнала за счет ног, за счет выпрямления. Продолжила рукой. Хорошо. 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 Все, стоп. Держи штангу. Следующее. Помнишь, что мы делали по поводу ударов? Я сейчас напомню и тебе, и всем. То есть сейчас мы берем штангу, мы принимаем позицию, для этого мы должны немного согнуть наши ноги. То есть вот это полное выпрямление, это перевыпрямление, это один шаг до полного выпрямления. В этом положении мы должны проверить, чтобы наше плечо было немножко спереди наших колен. В этом положении мы делаем 5 ударов. И наша задача сделать это очень звонко и весело. Даже если нам больно. Спасибо, Сергей. Хорошо. Теперь мы добавляем к этому движению, мы добавляем удар происходит, и после этого удара, после этого контакта, давайте так назовем правильно, после этого контакта мы начинаем резко дергать рукой вверх, при этом направляем локти вверх. То есть происходит контакт и локти вверх. Контакт и локти вверх. Ногами мы абсолютно не работаем, то есть ногами остаемся в том же самом положении, в котором мы и стояли. Немножко согнутые, мягкие колени. В этом положении мы делаем контакт, направляем локти вверх. Мы сейчас работаем над активностью рук. То же самое, что ты делала, просто добавляю после контакта работу рукой. Хорошо. И мне нужен звон. Хорошо. Хорошо. Хорошо, молодец. Все, отдыхай. Наша задача в данном элементе это отработать непосредственно контакт, место контакта со штангой, когда мы выполняем рывок. И после этого активировать работу рукой, потому что очень многие после подрыва не сгинают руку и просто пускают штангу по дуге. Наша задача после подрыва согнуть руку. Для этого нужно нам согнуть ее в локте и направить наши локти вверх. При этом движение получится максимально близко расположенное по траектории к нашему телу. Делаем 4 подъема. С таким же тоже мы делаем мягкие колени. Отводим их немножко вперед, при этом наши плечи накрывают и находятся практически в одной вертикальной прямой с нашими коленями. Делаем 4 удара, есть 4 контакта. После этого мы делаем опять же контакт и направляем локти вверх. 4 раза. Раз, 2, 3, 4. Хорошо. Теперь в этом же положении сохраняй. Сейчас мы добавляем работу ногой, то есть мы начинаем уже после контакта, после того, как мы направляли, мы добавляем еще работу рукой, то есть мы начинаем выпрямлять ногу. Тем самым мы разгоняем штангу еще больше. Мы должны почувствовать, что штанга будет лететь и звенеть еще лучше. Соответственно, отводим контакт, локти и ноги одновременно вверх. То есть то же самое, что ты делала, просто... На носки не выходить. Нет, на носки мы сейчас не выходим, мы об этом поговорим, наверное, в следующем видео. То есть то же самое, что ты делала, контакт, локти, только до этого еще добавляй выпрямление ног. Немножко быстрее с ногами, потому что руки быстрее. Хорошо, еще. Ногами активнее. То есть у тебя нога, получается, у тебя уже рука пошла сгинаться, у тебя уже пошла штанга лететь вверх, а ты только потом начинаешь зарабатывать ногой. То есть у тебя должна в один момент выпрямиться нога и локоть начать направляться вверх. Хорошо. Нога где?
забывай про ногу. Хорошо. Еще раз. Хорошо. Еще раз, последний. Хорошо, сделай, пожалуйста. Для всех. Все, молодец, отдыхай. Как вы видите, проблема непосредственно запуска в один момент всех элементов. То есть мы сейчас, первое мы делали подсет, просто активация выпрямления ног и разгона штанги за счет выпрямления ног. Потом мы подключили работу рук, то есть тем самым мы сопровождаем штангу после подрыва. И сейчас наша задача добавить самое главное, что у нас есть для ускорения, это наши ноги. То есть мы во время контакта мы выпрямляем ноги, тем самым разгоняем штангу и контролируем ее и дорабатываем уже непосредственно рукой. Поэтому мы на это сделаем еще 2 подхода. Правильно, Виктория? С удовольствием. Ты когда просто работаешь руками, у тебя есть незаконченное движение ногами. То есть тебе нужно сейчас добавить движение ногами. Тем самым ты разгонишь и направишь штангу вверх. Хорошо. Хорошо. Еще ногой. Класс. Хорошо. Локти вверх, не забывай. Круто. Еще один раз. Есть. Все, отдыхай. Все, этот момент есть. Сейчас нам для того, чтобы перейти уже непосредственно к движению рывок, вне зависимости это рывок с свиса, полный рывок, нам нужно отработать еще уход под штангу. Поэтому мы поделаем рывковые уходы, буквально 2 подхода для того, чтобы активировать наше падение или уход под штангу, так называемое. Поэтому мы поделаем Snatch Balance. Думаю, ты его снимаешь. Продолжаем наше продолжение. Поэтому мы сейчас сделаем рывковый уход. Для этого мы возьмем штангу, положим ее на плечи, разместим их на плечах. И с этого положения мы выйдем на носки, на носок. И с этого положения мы будем отрабатывать уход под штангу. То есть наша задача с этого стартового положения уйти как можно быстрее под штангу и принять ее в полном силе. Без раскачки, без остановок во время так называемого ухода. Я это делал с PVC, с палочкой. Виктория это сделает уже с грифом. Выходим на носок, стабилизируем движение. И полный сет. Глубже. Вот. Здесь главное контролировать, чтобы это был все-таки не полуподсет, не рывок в ПП, а глубокий сет. Вот так, хорошо. Опять же, это даст возможность при работе со штангой, при рывке классическом, поднять больше при той же силе. Потому что высота фиксации будет ниже. Хорошо. Еще один раз. Хорошо. Молодец. Как я и сказал, что основная задача при выполнении этого вспомогательного движения – это отработка ухода со штангой, то есть ухода под штангу. То, что очень часто встречается у нас в залах, когда атлеты вырывают штангу, хорошая амплитуда, хорошая высота, хорошее движение, но не хватает ухода под штангу, и, соответственно, штанга останавливается здесь, и атлет также зависает в воздухе, то есть вместо того, чтобы как можно быстрее уйти под штангу и подставиться, зафиксировать. И получается, что хорошая высота, но нет фиксации. Над этим мы сейчас и боремся. Мы продолжаем наши рывковые уходы, поэтому сейчас обратите внимание, что, наверное, повторюсь, что когда мы работаем просто со штангой, это возможно выполнять это движение, выходя на носок. Вот, когда мы работаем с большим весом, конечно же, мы делаем для рывковых уходов подсет, вставание. Для этого, с помощью этого мы разгоняем штангу и выходим уже потом под нее. Поэтому сейчас Виктория просто выполняет рывковые уходы, при этом стартовое положение на носок. Ноги разбрасываем на комфортную в сидя позицию, поэтому на этом не стоит заострять внимание и
особо заморачиваться, потому что тело при том, когда вы будете опускаться под штангу, тело само найдет комфортную позицию для приема и для фиксации. Садись. Хорошо. Рывковый хват, стартовое положение, накрываем штангу. С этого положения мы уходим медленно вниз, делаем остановку над коленом, выпрямляемся. Опять уходим вниз, делаем остановку над коленом, выпрямляемся. Наша основная задача при выпрямлении не делать вот этого движения, потому что очень распространено в пауэрлифтинге. Наша задача при полном выпрямлении сохранить наклон и сохранить позицию, при которой мы накрываем штангу, для того, чтобы в момент подрыва у нас была возможность раскрыться и тем самым разогнать штангу. Поэтому мы делаем сейчас короткий дедлифт от колена до уровня паха. И после этого мы делаем рывок с веса. Остановка. Выпрямление. Хорошо. Не зажимай плечи. Опять же, для того, чтобы найти комфортную позицию, нужно расслабить плечи, лопатки, плечи, грудь, зажать максимально и найти что-то посередине. Чтобы у нас была здесь статическая работа и руки были при этом расслаблены с плечами. 4 выпрямления сделай. 4. Хорошо. Желательно более медленно вниз и немножко быстрее вверх. Хорошо. Хорошо. Теперь смотри, сейчас опускаешься вниз, делаешь остановку над коленом. То, что мы делали на теоретической части, мы сейчас отводим немножко ее вперед, немножко, сантиметров 10, для того, чтобы придать ей разгон. И делаем такое же выпрямление с остановкой здесь. Когда штанга будет в районе паха. Отводи вперед и выпрямление. Без работы рук сейчас. Просто отводи вперед. Да. Отводи вперед и при этом не махай плечами назад. То есть сохраняй положение, которое мы делали с тобой, когда делали полное выпрямление в тяге. Хорошо, молодец. Хорошо. А теперь добавь работу рукой. То же самое, сохраняя то же самое положение, только добавь, направь. Хорошо, еще раз. Хорошо. Теперь попробуй чуть-чуть выше, немножко больше разогнать за счет контакта и направь. Хорошо. Еще один раз. Хорошо, все, отдыхай. Опять же, мы делаем шаг за шагом, добавляем некоторые маленькие элементы, которые, если это сразу все навалить на атлета, это будет очень тяжело повторить и проконтролировать. Поэтому мы делаем это поэтапно, шаг за шагом, отрабатываем элементы, потом их собираем все вместе. Виктория уже, конечно же, не рада тому, что мы это начали, поэтому мы все равно продолжаем наш телепроект International Camp. Делаем то же самое. Сначала делаем 4 тяги, дедлифт тяги от колена до уровня паха. Для того, чтобы наработать движение, непосредственно работу и траекторию от колен до момента подрыва. Хорошо. Хорошо. Есть. Теперь то же самое. Делаем остановку над коленом. Отводим на 10-15 сантиметров вперед для того, чтобы разогнать штангу. И делаем выпрямление. Да. И заканчиваем работу руками. Хорошо. Немножко более активно рукой. Прям. Хорошо. Сразу зазвенело. Есть. Еще. Рукой активнее. Звон. Есть. Теперь то же самое, только после того, когда мы направили локоть вверх, мы сейчас будем делать движение наше. Мы будем сейчас наше тело опускать вниз и делать hang snatch. Быстро уходите или? Да, да. Хорошо.
раз. И сразу глубже садись. Молодец. Мгм. Хорошо. Еще раз. То же самое. Не спеши. Контролируй угол. Молодец. Все, отдыхай. Хочешь ты этого или не хочешь, у тебя по-любому будет происходить отвал. Вот с большим весом он происходит больше, с маленьким весом он происходит меньше. Представь, что это большой вес, да? Ты сделала подрыв, штанга начинает лететь. Представь, что здесь, допустим, 100 килограмм. Если я сейчас буду стоять и держать 100 килограмм, что со мной произойдет? Вот так вот. Ну, они... Я упаду вперед. Ну, потому что мне нужно будет сохранить, то есть у меня, получается, центр тяжести поменяется, соответственно, я как бы смогу, меня будет тянуть вперед. То есть для этого что мне нужно сделать? То есть мне нужно что-то отвалить назад, для того, чтобы стабилизировать движение и стоять на стопе, сохранить эту стойку, положение. Соответственно, когда мы делаем, здесь два момента, почему мы делаем отвал назад. Потому что при вот этом вот движении мы добавляем дополнительное ускорение штанги, экстра ускорение, так сказать, бонус. Это последнее, что мы можем использовать для этого. И следующее, мы стабилизируем центр тяжести. То есть если мы в таком положении останемся, мы просто упадем вперед. То есть мы принимаем немножко положение, при котором наши плечи отходят назад. Но проблема в том заключается, что если ты выстояла тягу и пришла в момент подрыва в таком положении, тебе есть чем, так сказать, махнуть, грубо говоря. Да. То есть тебе есть чем махнуть. Если ты пришла в момент подрыва уже в таком положении, тебе уже нечем махать. Но ты хочешь махнуть, то есть ты видела, что это делает, и ты стараешься повторить. И получается, что с такого положения, когда у тебя уже, если ты даже сделаешь, что ты делаешь вот это движение, но оно уже не добавляет никакого ускорения. То есть оно просто оно фальшивое. Значит, ты хочешь сказать, что открываться это нормально, это надо, но нужно позже открываться. Да. То есть наша задача, когда мы работаем с маленьким весом, как можно дольше сохранить, как можно дольше, как можно выше сохранить вот это положение. Потому что именно это положение, помнишь, мы говорили? То именно это положение позволит нам в моменте, когда мы будем стоять в стартовой позиции, раскрыться, сделать небольшой мах назад, что придаст ускорение, сделать выпрямление ногами и разогнать штангу. Если ты приходишь в подрыв уже в таком положении, тебе уже нечем. То есть единственное, что ты сделаешь вот это, но оно не добавит ничего. И надо не забывать, что вот после вот этого положения тебе нужно возвращаться все равно назад. Соответственно, ты просто лишнее затратишь время. Давай сделаем так. Мы будем делать тяга, медленное выпрямление. Опускаешься вниз, рывок. Опять тяга, рывок. То есть одна тяга короткая, один рывок свиса. Одна тяга. Вот сейчас тяга, выпрямляйся, хорошо. Теперь то же самое делаем для рывка. А, с отводом? Да. Хорошо. Еще раз. Для тяги ты все равно больше сохраняешь наклон. Вот я сейчас смотрю, у тебя получается, когда ты делаешь тягу, ты сохраняешь наклон больше. Когда ты делаешь рывок, ты все равно уже автоматом уводишь плечи назад. Хорошо. Вот теперь то же самое, только для рывка. Хорошо, молодец. Еще 2 раза. Одна тяга, рывок. Ты можешь с той стороны вывести дальше. Молодец, хорошо. Хорошо, круто. Вот. Когда мы уже будем работать за большим весом, тогда, конечно же, ты это уже, знаешь, исключение из правила, можно так сказать, дополнительный бонус, что мы делаем вот это движение. То есть оно просто добавляет еще определенное ускорение. Мы делаем тягу, короткую тягу, для того, чтобы почувствовать угол и потом его перенести уже на движение.
Потому что когда мы делаем тягу, мы можем сделать это медленно, прочувствовать движение и потом перенести уже это на рывок. И, в рывке, когда мы делаем рывок с виса от колен, мы отводим немножко вперед для того, чтобы придать штанге дополнительное ускорение. Потому что если штанга будет находиться прямо возле колен, для начинающих атлетов это очень тяжело разогнать штангу, когда есть полный контакт с бедром. Тяжело очень сделать контакт и подрыв хороший. Опять же, для того, чтобы получить больше амплитуды с маленьким весом, мы сейчас поставим диски на концы штанги. Вот. Тем самым, выполняя то же самое движение с этим весом, мы получим больше отзыва и больше вибрации от штанги. И мы будем чувствовать, что добавить, что убрать. То же самое, 3 тяги, то есть тяга, тяга, рывок, тяга, рывок, тяга, рывок. Хорошо. То же самое, сохраняй. Молодец. То же самое, только когда будешь отводить штангу от себя, то слишком много отвела сейчас, то есть нужно 10-15 сантиметров, ты отвела так прилично, сантиметров 25-30. Хорошо. То же самое, не спеши. Молодец. Класс. Еще раз. Супер. Все, молодец. Сейчас сделаем 2 подхода и на сегодня все. Мы отдаем нашим. Люди, скорость. В этом видео мы работали над подрывом и пытались объяснить Виктории, что происходит в момент подрыва с нашими плечами. Напомню еще раз, что да, вот это движение мы делаем, но наша задача сохранить как можно дольше во время тяги положение, при котором мы накрываем нашими плечами штангу и желательно наши колени. Почему? Потому что когда мы придем со штанга в положение в момент подрыва, если мы будем стоять в накрытом положении, если у нас будут плечи спереди, мы сможем сделать разгибание туловища, разгибание ног, тем самым разогнать штангу. Если мы придем в момент подрыва вот в таком положении, нам уже нечем будет делать разгон штанги и, соответственно, мы потеряем очень много в результате и в движении. Поэтому мы старались сегодня это все объяснить. Понятно, что это не все объяснение рывка, но этот элемент, я думаю, что вам пригодится.